И говорим здесь уже о тенденциях длиною в 1 год. Вверху осталась та же самая таблица, чтобы вы могли ориентироваться. Вернее, карта, данные это колебательные процессы длиной в 1 месяц. А вот уже вот эта табличка внизу, здесь мы будем говорить о том, что произошло за год. Итак, сравнивая январь 2026 года с январем 2025 года, что, друзья, мы видим? Город Киев, 1000, ну это на примере опять социального жилья. 1061 доллар за квадратный метр, в годовом измерении рост плюс 2,51%. Друзья, не 10, 15, 20, где-то я там, ну, у кого-то там видел, да, недавно смотрел видео, там какой-то эксперт, в общем, какие-то фантастические цифры рисует. Друзья, ну, если бы так себя вел рынок недвижимости, поверьте бы, сейчас банки бы наперебой кредитовали бы и ипотеку, все что угодно. Почему? Потому что такая доходность, она, ну, помните фильм «А вам и не снилось»? При Советском Союзе был такой фильм. Так, ну, про детей подросткового возраста. Так вот эти, я так понимаю, эксперты, они находятся в этом подростковом возрасте, и очень сложно у них там в голове эти цифры складываются. Видим, что 2, на 2,51%, это все в долларах, подорожала недвижимость, друзья. Индекс положительный, единичка, запятая 0,25. Город Винница, 659 долларов за квадратный метр, рост в годовом измерении почти 6%, видим 5,95%. Индекс положительный, единичка 0,59. Город Житомир, 556 долларов за квадратный метр. Видим, что рост в годовом измерении 3,54%. Индекс положительный, единичка 0,35. Ну и Черкасы, видим, что 597 долларов за квадратный метр, рост 7,37% за год, друзья. Индекс положительный, единичка, запятая 0,74. Город Крапивницкий, видим, что рост почти 6%, 5,99%, и индекс положительный, единичка 0,60. Ну, если вот сделать такую ранжировку, видим, что по росту стоимости на первом месте, ну, именно в процентном соотношении, больше всего в городе Черкассы выросла стоимость квадратного метра. Дальше на втором месте город Крапивницкий также показал динамику роста почти 6%. За ним следует город Винница, рост плюс 5,95%. Ну и город Житомир, видим, что это у нас всего лишь на четвертом месте, 3,54%. И аутсайдером, то есть, ну, понятно, что город Киев, самое дорогое жилье, понятно, что оно меньше всего и подорожало в данном случае за год. Подводя итоги, мы, красная вот здесь черта или шрифт, видим, что сравнивая среднеарифметическое число в целом по региону, это 681 доллар за квадратный метр, это январь 2026 год. Январь 2025 год это 650 долларов за квадратный метр. Видим, что рост 4,71% за год, друзья. И индекс положительный, единичка 0,47. Итак, друзья, давайте немного саморекламы. Я расскажу вам, что такое индекс. Индекс, вот это, видите, единичка в данном случае на примере, что по региону произошло. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости, в данном случае социального жилья, во времени стоимости квадратного метра. Считается он очень просто, если есть у вас статистические данные. На примере показываю 681, делим на 650, получаем или же рост вот этот 4,71%, или положительный индекс единичка, запятая 0,47. Друзья, я знаю, что фокус-группа людей, которые меня смотрят, это люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется
стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется, друзья, что совершенно верно, стоимость недвижимости также во времени. Вот эта синергия наших знаний, друзья, поможет и вам развивать ваш сложный бизнес, и мне также заниматься наукой, и компания Limb Consulting, в общем-то, дальше развиваться. Да? Поэтому для того, чтобы меня найти, в описании YouTube канала есть мой Viber телефончик. Можем созвониться, можем списаться, составим техническое задание для своих контрагентов. Мы делаем раз в квартал такие исследования. И вся недвижимость, которая находится в кредитном портфеле вашего банка, вы будете видеть процессы, которые происходят. Или снижение, или же рост стоимости квадратного метра, напомню вам, по всему портфелю недвижимости. Это и коммерческая недвижимость, складские помещения, и может быть торговая, может быть административное здание. То есть по всему рынку недвижимости данная информация есть, и мы делаем подобные работы для ваших коллег. В общем, наверное, достаточно ну, понятно объяснил. Пишите, друзья. Я думаю, что эта информация архиважна для вас. Ну, продолжаем наш разговор о рынке недвижимости и будем говорить уже о прогнозах. Запомнили, что 4,71% в целом по региону выросло за год. Давайте я закрою, наверное, показ слайдов уже и будем говорить о прогнозах. Ну, в прогнозах, друзья, я традиционно, еще раз напомню, применяю метод многофакторного анализа, то есть я смотрю макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики региона в целом. Это называется внутренний валовый региональный продукт Черкасской области отдельно есть Житомирской области. Все это в открытом доступе можно посмотреть. И вот, учитывая, что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики, то процессы, которые мы будем наблюдать, они, в общем-то, очень сильно напоминают то, что происходит в целом с макроэкономическими показателями, которые показывают развитие экономики того или иного региона. Я предполагаю, что вот, как я уже говорил, город Житомир показал первые признаки того, что-то происходит с недвижимостью. Мы увидели снижение там в нескольких классах и сегментах. Город Киев также показал незначительное снижение. Я предполагаю, что наверное, полпроцента мы будем видеть где-то по проценту снижения. Это город Киев, Житомир в течение февраля месяца и в течение марта месяца. А вот города, которые у нас, помните, Черкасы, Крапивницкий, и что там еще, чуть не сказал, Полтава, не Полтава, а Винница. Там будет продолжаться динамика роста, но с затухающей вот этой, помните, 1%, на следующий месяц мы уже в январе увидели, сколько там, по-моему, 0,30%. То есть вот эта затухающая динамика роста, она будет присутствовать в этих трех крупных областных городах-центрах. Еще раз напоминаю и повторюсь, город Киев будет показывать динамику снижения, город Житомир также будет показывать динамику снижения, а по факту в трех областных центрах, это город Черкасы, город Крапивницкий и город Винница, будет продолжаться затухающая, но все-таки динамика роста. Но время, друзья, пройдет быстро. В целом мы в марте месяце должны будем увидеть где-то порядка рост плюс, с учетом того, что я очень подробно вам объяснил. Сравнивая март 2026 года с мартом 2025 года, мы будем видеть рост всего лишь где-то плюс, там может быть 3% в годовом измерении. Сейчас у нас 4, чуть больше процента, сравнивая январь 2026 года с январем 2025 года. Ну, посмотрим, друзья. В любом случае, что-то происходит с рынком недвижимости. Это очевидно. На это повлияло. Вот сейчас видите за моей спиной город Киев. Такая красивая картинка. Она мне очень нравится. Ностальгирую. Когда он был весь в огнях. Да? Сейчас это совершенно другая картина, друзья. То есть жить в городе миллионнике, в каменных джунглях, это, ну, такое себе удовольствие. Очень даже себе
невесело. Именно поэтому и аренда начинает сыпаться. То есть реально, уже сколько раз слышал интервью людей там где-то, говорит, за 20 тысяч снимаем, ну, беженцы с восточной части Украины. В городе Киеве, говорит, за 20 тысяч снимаем жилье себе. Но, говорит, прикол в чем, говорит, практически каждую ночь ночуем в метро. Да еще домой приходим не помыться, в общем, не приготовить еду, потому что электричество, у многих электрические плиты. То есть аренда начала тоже сыпаться, то есть снижаться стоимость аренды. Итак, друзья, еще раз повторяюсь, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Пишите вопросы какие-то, я с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь и уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.